Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам супер настроения, удачных вам боев и хорошей недельки. Я нахожусь на тесте следующего обновления, и здесь у нас уже есть новая ветка тяжелых танков сборной нации. Это 7 новых машин, давайте первым делом на них посмотрим. 4 уровень AC-04 Wedge. Вот такой вот маленький, в камуфляже, очень симпатичный. AC-05 Highlander, 5 уровень, наверное, на Леопарда 5 уровня чем-то похож. AC-06 Ocelot. Вот такой вот большой тяжик, такой не маленький действительно. AC-07 Rebelde, они чем-то похожи с Оцелотом. AC-08 Taiget. Очень брутальный, шикарный тяж, по виду мне очень понравился. AC-09 Селена, ну такой, чем-то на MX, наверное, какой-то похож, не очень по виду мне понравился. И AC-10 Atlas, топ ветки. Сегодня мы все эти машины разберем, посмотрим на их характеристики, обязательно потестируем броню. Это уникальнейшие танки, прокачиваемых машин таких у нас еще в игре не было. Если вам понравится обзорчик, давайте по-честному, вы поставите мне лайкос и подпишитесь на канал. Договорились? Информации будет много, запасаемся чайком, печеньками и погнали. Начнем с 4 уровня AC-04 Wedge. Этот малыш идет первым в ветке, и вы получаете его бесплатно. Сразу бросается в глаза, что у него есть два орудия на выбор. Это обычное цикличное и дополнительное барабанное. И я вам скажу, что это будет у всех танков этой ветки. У каждого есть две пушки на выбор. Это и делает ветку интересной. У обычного цикличного орудия урон в 100 единиц. Вполне обычная пушка для 4 уровня, которая подойдет большинству игроков. Но есть необычная барабанная пушка с уроном всего в 25, которая стреляет по типу уничтожителя, выстреливая 3 снаряда одновременно, и через 3 секунды еще 3 снаряда. После этого барабан перезаряжается, и снова можно отстрелять эти две пачки. Такие альтернативные уничтожительные пушки получили все танки в ветке, и у всех они работают одинаково. Точность обоих орудий AC-04 плохая, и играть нужно строго на первой линии. Время сведения лучше на барабанной пушке, так что по комфорту я бы выбрал ее. Но на барабане хуже ДПМ, это тоже надо учитывать. Цикличная пушка настреливает урон все же быстрее, и это факт. Из комфорта также стоит выделить углы наводки, и они неплохие. Пушка опускается вниз на 8 градусов, и можно неплохо чувствовать себя в рельефе. Пробитие на обоих пушках одинаковое и вполне неплохое. Одноклассников сможете пробивать без проблем. По подвижности это вполне себе юркий тяж. Максимальная скорость 38 км в час. Он неплохо разгоняется из-за хорошей удельной мощности и при этом неплохо вертится на месте. Ну и броня тут мое почтение, конечно. Обратите внимание, насколько хорошо забронирована ВЛД и башня. Просто краснючие. Просто так обычными снарядами от 4 уровня они не пробиваются. Есть маленькие две уязвимые зоны, это командирская башенка, в которую еще нужно попасть, она не очень большая, и вот это вот окошко мехвода. Сюда тоже очень-очень тяжело издалека попасть, особенно на 4 уровне, там танки с не очень хорошей точностью, но есть вот это вот НЛД, да, сюда пробивается очень легко, но обратите внимание, что есть еще нижняя полоска НЛД, которая может поймать непробитие или рикошет. Ну, я считаю, что брони действительно достаточно, и это вполне себе такая имба по броне на своем уровне. Но если танк попадает в прицел пятерок или, допустим, четверки заряжают голду, то, как видите, ВЛД уже светится сероватым. Сюда гораздо проще пробить вот с таким пробоем в 140, и в целом, ну, я бы сказал, что ВЛД уже удар не держит, но все равно башней вы сможете еще потанковать. AC-05 Highlander, толстенький тяж 5 уровня, по виду чем-то напоминающий всем известного песочного леопарда. Топовое цикличное орудие выдает неплохие 150 урона, но какого-то вау-эффекта оно не вызывает. А вот барабанная пушка имеет 40 альфы, и выстреливая две пачки по 3 снаряда, потенциально наносит врагу 240 урона, и на 5 уровне это довольно увесисто. Пробитие обоим пушкам дали довольно неплохое. Сможете уверенно пробивать 5 и 6 уровни без всяких проблем. Но учтите, что платные подкалибры будут чаще рикошетить. ДПМ обычного и барабанного орудия отличается почти на 200 единиц. И цикличное тут, понятное дело, выигрывает. Но я вам скажу, что барабанчик играется намного фановее, так что это тоже нужно учитывать. И если вы меня спросите, какое орудие выбрать, то я вам советую именно барабан.
По точности обе пушки довольно гадкие, и с этим придется смириться. На дальней дистанции стрелять не рекомендую, попасть издалека будет очень сложно. У барабанной пушки, как и на предыдущей машине, сведение лучше, так что она комфортнее. Углы наводки здесь такие же комфортные, как и на AC-04. Можно неплохо играть в холмистой местности, а также пытаться танковать от башни, что является неплохим игровым комбо. По подвижности Highlander почти такой же, как и Wedge. Максималка в 38 км в час, немножечко плоховатая удельная мощность, но все же нормальная, но вот на месте вертится, как по мне, чуточку хуже. Так что подвижность здесь чуть-чуть порезали. Броня меня здесь тоже очень удивила. Обратите внимание, что даже командирская башенка просто так не пробивается. С пробитием в 110 это стандартное пробитие танков 5 уровня. И ВЛД, и башня очень хорошо танкуют. Просто нереально красные. Брони очень много. Я прям очень приятно удивлен. Давайте попробуем пробить вот в эту башенку. Сюда вроде как не сильно-то пробивается. Сейчас попробуем попасть. Очень она маленькая. И возможно... Нет, все-таки критуются приборы наблюдения. В нее просто так не пробить. Тестируем окошко мехвода. Сюда, возможно, тоже пробивается. Но нет, как видите, тоже нет. Вроде серая зона, но пробить нельзя. Заряжаем голду с пробитием в 160. Смотрите, вот так вот выглядит танк, тоже брони хватает. Да, открывается небольшая полоска именно в ВЛД, открывается командирская башенка, вот так танк будет выглядеть на голде пятерок или в прицеле танков 6 уровня. Ну, в целом, по броне все равно очень достойно, то есть, если, вот, допустим, шестерки без голды вас, ну, просто так не пробьют особо, если особенно мансить. Ну и под маску орудия давайте попробуем тоже пробить. Да, можно пробивать с таким пробоем, ну, честно говоря, все равно это довольно достойно. AC-06 Ocelot получился одним из самых больших тяжей на 6 уровне. Очень длинный и довольно высокий силуэт говорит нам о том, что борта лучше не подставлять. Топовое цикличное орудие получило 230 урона, и в целом это довольно неплохо. Можно смело конкурировать с другими тяжами на уровне. Ну а если захотите поставить барабанную пушку, то получите 60 альфы. Вроде и немного, но с 2 залпов по 3 снаряда можно отправить в противника 360 урона, и это, конечно, гораздо интереснее. Но учтите, что на барабане вы теряете 200 единиц урона в минуту и получите не очень большие 1700 ДПМа. Но если поставите цикличную плевалку, то ДПМ вырастает до 1910, и это уже вполне прилично. С пробитием Оцелота все более-менее неплохо. Бронебойные болванки прошивают 155 мм брони, и это такой средний показатель. А вот платные снаряды хороши. 210 мм пробоя — это прям достойно. Жаль, что это подкалибры, конечно. Хотелось бы кумулятивы, наверное. По комфорту оба 100 мм орудия тоже оставляют желать лучшего. Точность отвратительная, и о снайперстве из кустов не может быть и речи. Барабанная пушка по традиции быстрее сводится, но это, честно говоря, не особо помогает. Стрелять на дальняк очень тяжело. Спасением является только ближний бой. Углы наводки не изменились, все те же 8 градусов вниз, и это радует. Опять же танкуем от башни и ВЛД и играем в буграх и холмах без сильного дискомфорта. Что касается подвижности, то тут она стала хуже по сравнению с предыдущими машинами. Максималка уменьшилась до 36, да и удельная мощность и скорость поворота на месте, ну, честно говоря, порезали. С перемещением теперь явно будет больше проблем. По броне AC-6 Ocelot выглядит вот так. Смотрите, очень хорошо забронирована башня. Пробивается, смотрите. И, блин, я пробил только что с пробитием в 145. Просто в щечку. Она светится красным, но она пробивается. Вот это жесть, ребят. Я сейчас вот немножечко в шоке. Это без голды, 6 уровень, СТшка пробивает. Ну, честно говоря, я только что был уверен, что я не пробью. Но нет, вот сюда пробивается, смотрите. Это просто жесть какая-то, хотя светится краснючим. Но ВЛД все равно танкует. Башня, я уверен, в большинстве случаев тоже будет танковать. И есть немаленькая командирская башенка. Вот сюда пробивается. Но вот этот прикол меня очень сильно удивил. Я был уверен, что башня будет танковать как монолит, но оказывается, что нет. Возможно, это вообще баг, если честно. Ну, мне кажется, что так не должно быть. Ну и понятное дело, что НЛД огромное тоже нужно прятать. Сюда пробить вообще никаких проблем не составляет. Оно очень большое.
Если довернуть ромбиком, то можно и ромбом потанковать, но открывается маленькая вот эта уязвимая зона, сюда вас будут пробивать, так что ромбом, ну, тоже прям сильно не потанкуешь. Если зарядить голду, то ситуация кардинально меняется. Как видите, открываются вот эти боковушки с пробитием в 200 мм. Ну, такое часто на голде у шестерок пробитие. Вас уже смогут достаточно уверенно пробивать в щеки башни. Ну, хотя вот сейчас как раз должно было быть пробитие, но его не произошло. Давайте еще раз попробуем. Да, все-таки пробивается. Короче, броня какая-то рандомная, честно говоря, и мне это не понравилось. AC-07 Rebelde тоже получился совсем не маленьким и длинным тяжем, хотя если сравнивать его с другими машинами на уровне, то есть дядьки и побольше. На топовом орудии с цикличной зарядкой наш 7 уровень получил 330 альфы, и тут я был приятно удивлен. Если не брать в расчет КВ и ИСа подобные машины и всякие бабахи типа Крушителя, то вы увидите, что урон среди конкурентов один из лучших. А если поставить пушку с барабаном, то альфа будет 80, что при умножении на 6 снарядов даст вам целых 480 потенциального урона. Неплохо, да? Но учтите, что при установке барабана вы теряете целых 300 единиц урона в минуту, что действительно большая разница. Так что ставить пушку или нет, это, конечно, решать вам. Цикличное орудие точно будет настреливать урон быстрее, и это факт. Пробитие у обоих орудий одинаковое и вполне обычное. Я бы даже сказал, наверное, что мне хочется чуть больше, особенно на бронебойных снарядах. К подкалиберам ладно, еще можно не предъявлять претензий, для пробития большинства восьмерок вам должно хватить. Комфорт обоих пушек не улучшился, и точность у них отвратительная. Только у барабанного орудия, опять же, на полсекунды лучше сведения. И если вы любите удобную стрельбу, то, конечно, лучше выбрать его. Но сказать, что это вам сильно поможет, то точно нет. Углы наводки у Rebelde, как и у предыдущих танков, не подкачали. Рельефная местность для нас не покажется чем-то ужасным, и танковать от башни ВЛД, конечно же, можно. А вот что касается подвижности, то тут, кажется, она ухудшается с каждым танком. Максимальная скорость у семерки 36 км в час, и удельная мощность и скорость поворота стали хуже, чем на Оцелоте. Ни о каких быстрых перемещениях, смене позиций не может быть и речи. Если вы уже поехали на какой-то фланг, то, скорее всего, там и останетесь. По броне Rebelde выглядит вот так. Смотрите, какой красный. Ну, вроде как щеки тут уже не пробиваются, как на шестерке. Здесь уже такого как бы нет. Но есть командирская башенка. Вот такая, шляпка. Не то чтобы она сильно прям тоже большая, но в нее попасть, не очень сложно. Честно говоря, это такая нехилая уязвимая зона. Хотелось бы ее хотя бы поменьше немного. Но вообще башня танкует достаточно хорошо. Обратите внимание на то, какой маленький ВЛД и какой огромный НЛД, огроменный просто. Спрятать его будет, достаточно непросто, и это факт. Но на своем уровне вы танковать будете, и это хорошо. Если довернуть ромбом, то обратите внимание, что даже ромбом можно очень даже эффективно танковать. Борт очень хорошо забронирован. Маленькая уязвимая зона вот здесь открывается, но она очень небольшая, ее, выцелить будет не всегда просто. Так что я вам максимально советую танковать на этом танке именно обратным бортом, то есть ромбом. Если вы попадете в прицел танком 8 уровня или, допустим, семерки зарядят голду, то в целом открываются небольшие щечки вот здесь, но в них тоже еще нужно попасть, что, не совсем-то и просто будет. Очень маленькие уязвимые зоны, проще будет в командирскую башенку залепить. Так что в целом от голды удар танк тоже держит. 8 уровень AC-08 Тайгет, или по-нашему Тайгета. Это, кстати, древнегреческое имя возлюбленной Зевса, одной из плеяд. И я бы сказал, что это, наверное, самый красивый танк в ветке. Мощный такой, брутальный. И почему его назвали женским именем, совсем непонятно. Ну да ладно, кашку в голове у разработчиков мы анализировать не будем. Давайте лучше на параметры смотреть. Топовая цикличная пушка по урону мне очень понравилась. Вжухать вы сможете аж на целых 440 урона. Как по мне, на 8 уровне это очень годно, и мне не терпится испытать этого монстра в рандоме. А если захотите поставить пушку с барабаном, то тут урон 110. Бах-бах-бах, ждем 3 секунды, потом бах-бах-бах, и в противнике уже дыра на 660 урона. Уф, это просто кайф. Но после этого придется уйти на нереально долгую перезарядку в 17,5 секунд, так что будьте аккуратны.
Да и урон в минуту на барабане, конечно же, проседает и составляет всего 1840 единиц. Конкуренты по уровню с такого ДПМа будут только смеяться. Так что вполне стоит подумать, а стоит ли оно того. Может лучше оставить цикличную пушку и не париться. Там ДПМ хотя бы более-менее приемлемый, и на 240 единиц он больше. Пробитие на обоих пушках вполне стандартное. Ничего особенного вы здесь не увидите. Бронебойными сможете пробивать восьмерок, а подкалиберами девяток. Примерно такие же числа у многих тяжей 8 уровня, тут и добавить нечего. А вот по комфорту пушек все очень плохо, ребята. Точность худшая во всей ветке. Уверенно попадать можно только со средне-близких дистанций, и это просто ужас. Барабанная пушка на 0,7 секунды сводится быстрее, но это далеко не всегда спасает. На тайгете можно уверенно стрелять только на первой линии атаки, будьте к этому готовы. С углами наводки почему-то тоже намудрили. Вниз пушка гнется все так же хорошо, тут претензий нет. Но почему-то вверх дали всего 10 градусов, это для меня непонятно. Если будете стоять на склоне или противник будет выше вас, то вы просто тупо не сможете в него стрелять. Ну и вишенкой на этом, не самом вкусном торте становится подвижность. Максимальную скорость снизили до 34, удельная мощность и скорость поворота тоже на дне. И мы получаем эдакую черепаху, которая очень похожа на КВ-4, но вертится на месте чуть лучше, не густо, правда? Ну и посмотрите на броню Тайгеты, это просто шедеврально. С пробитием 220, это примерное пробитие тяжей 8 уровня. Смотрите, сколько брони. Башня просто какой-то монолит, никакие командирские башенки, никаких уязвимых зон вообще нет. Просто какое-то нереальное количество брони. Есть маленькие вот эти серые зоны, да, вот только вот если прям вот сюда, прям четко попасть, вот здесь можно пробить. Это единственное, наверное, уязвимая зона в башне, вот эти справа и слева две маленькие-маленькие боковушки. ВЛД, НЛД какое-то просто космическое, только по центру вот эта вот уязвимая деталь, все остальное просто нереально забронировано и просто так не пробивается, а отлетают просто тупо рикошеты. Есть еще две маленькие вот эти боковушки, да, сюда тоже можно пробить, честно говоря, уязвимых зон, достаточно мало. Если играть от башни, то сможете танковать, очень уверенно. Если захотите потанковать ромбом, то это тоже, в принципе, можно сделать. Борт достаточно хорошо забронирован, таких прям сильных здесь серых зон нет. Но открывается вот эта большая уязвимая зона, сюда, где-то в каток, приблизительно, чуть-чуть правее катка можно будет пробивать. Хотя, видите, как в каток только что попал, пробития не было. Но если вот чуть правее, то пробитие будет, и это факт. Но все равно вот этот бортовой экран достаточно неплохо танкует, прям очень достойно. Если зарядить голду, то открывается только, небольшая зона вокруг маски орудия, а все равно командирские башенки, ничего, никаких выправляющих зон, ничего, просто ничего нет. Только вот так можно пробивать голдой Тайгету. Это какой-то монстр по броне, как по мне. Да, у него не хватает подвижности, есть минусы, но броня, конечно, просто снимаю шляпу. Дальше у нас на очереди 9 уровень AC-09 Seleno. Я пошарился в сети и оказалось, что название свое танк получил в честь звезды созвездия Тельца. Там также есть звезды Тайгета и Атлас. Теперь все стало на свои места и хотя бы понятно, откуда эти странные названия. По техническим характеристикам Seleno довольно странный тяж. Сразу удивило, что урон у обоих орудий точно такой же, как на Тайгете. Те же 440 урона на цикличной пушке на 9 уровне уже никого не впечатляют. Да и барабанные орудия, по сути, почти скопировали с предыдущего танка, так что какого-то развития в плане альфы вы здесь не увидите. А жаль, хотелось бы небольшого повышения. Хотя бы 460, чтобы на цикличной пушке было. Радует, что хоть пробитие подняли, и оно вполне соответствует тяжу 9 уровня. Каких-то сверхъестественных цифр тут нет, но пробивать танки 9 и 10 уровня вы в большинстве случаев сможете. На голде пробитие даже немного лучше, чем у конкурентов, и это приятно. Но не забываем, что подкалиберные снаряды будут чаще рикошетить и прилетать со словом попадания. Урон в минуту хоть и повысился на цикличной пушке, и он уже 2320, но мне хотелось бы больше.
А на барабанном орудии ДПМ 2050. Это просто смешно, если учесть, что большинство боев вы будете играть с танками 10 уровня. Перезарядка барабана занимает больше 15 секунд. За это время многие десятки могут закинуть вам пару выстрелов, так что бездумно выезжать на противника точно не стоит. Но плюс в параметрах орудия я все же нашел. Ну, как плюс? Заметное улучшение, так скажем. Обе пушки наконец-то стали точнее. Да, вроде показатель все равно не очень топовый, но стрельба стала явно комфортнее. А если учесть, что сведение тоже стало довольно неплохим, то в сумме получается, что прям вплотную к противнику теперь подъезжать не обязательно. Селена вполне теперь неплохо играется и со средней дистанции, и это плюс. Углы наводки вернули в нормальное состояние. И вниз и вверх любое орудие отлично гнется, и с УВНами проблем нет. Опять же пытаемся танковать от башни, но учтите, что в башню пробивают, и отбивать снаряды получается не всегда. С перемещением по карте проблемы остались, как и на Тайгете. Максималку немного подняли до 37 км в час, но удельная мощность и скорость поворота на месте такие же плохие, как и на восьмерке. Двигается по карте Селена, ну как ленивец, который выспался, но все же ленивец. Дальше тестируем броню Селена. Смотрите, вот так он выглядит в прицеле своих одноклассников. Да, башня вроде бы и ВЛД отлично, просто шикарно забронированы. Просто так не пробиваются с пробитием, ну, примерно в 250. Но смотрите на вот эту огромную уязвимую зону. Сюда пробивается абсолютно без всяких проблем. Огромнейшая уязвимая зона в башне. И это очень большой минус. Единственное спасение — это когда вы перезаряжаетесь, задирать маску орудия вверх. Тогда уязвимая зона будет не такой большой, но все равно это огромнейший минус. Немногие об этом знают. Ну, честно, мне это очень не понравилось. Если попробовать потанковать бортом, то у вас это, скорее всего, очень даже получится. Борт забронирован очень неплохо. Да, нижняя часть борта может быть где-то когда-то залетит, но вообще в целом, ну, не пробивается. Даже, видите, в каток леплю под большим углом. Можно реально танковать бортом, прятать свой НЛД, и в целом, ну, я считаю, что это очень хорошо. Но если сильно прям довернете, то, конечно, вас будут уже пробивать. Если девятки зарядят голду, то с пробитием в 310 всего лишь, ну, честно говоря, как видите, уже танк не особо танкует. Пробивается под маску орудия, вот в эту часть, вот эту верхнюю часть ВЛД. Так что, как видите, если зарядить голду, то вам уже ничего не поможет, вас уже ничего не спасет. Будут пробивать абсолютно без всяких проблем. Ну, в целом, да, иногда вы сможете, конечно, потанковать, ну, как видите, рандомно, но в основном вас, я думаю, будут пробивать. Ну и завершает наш обзор топ ветки 10 уровень AC-10 Atlas. Думаю, многие здесь собрались именно ради него. Вы, конечно же, не забудьте написать комментарии, понравились ли вам новые танки и будете ли качать эту ветку. Мне очень интересно ваше мнение. Так, ну и что у нас по параметрам? Атлас тоже получил две пушки на выбор и цикличной дали урон в 480. Меня это лично совсем не впечатлило. После всяких альфовых тяжей и бабах такие числа смотрятся немного слабовато. Хотя если посмотреть в сравнении с другими прокачиваемыми тяжами 10 уровня, то вы увидите, что альфа не такая уж и плохая. Если смотреть на барабанное орудие, то урон дали в 120. Так же, как и на других танках ветки, 3 таких снаряда выстреливают одновременно, как на уничтожителе. Ждем 3 секунды и выстреливаем еще 3 снаряда. После этого идет долгая перезарядка в 15,7 секунд. Я знаю, что разработчики изначально планировали дать урон в 180, и вот это было бы очень увесисто. Но дали все же 120. И если в противника залетят все 6 снарядов, то потенциально вы нанесете ему 720 урона. Вроде и неплохо, но нужно еще, чтобы все снаряды пробили, а это бывает не всегда. Пробитие на обоих пушках дали в целом вполне обычное. Но, во-первых, какой-то из снарядов обязательно сделает попадание без урона или рикошет, так что рассчитывать на полный урон барабана никогда нельзя. А во-вторых, платные подкалиберы имеют плохую нормализацию, и из-за этого попадания и рикошеты, если стрелять голдой, будут еще чаще.
ДПМ у обоих орудий совсем не впечатляет. Цикличная пушка получила 2475 урона в минуту, и это уже один из самых плохих показателей на уровне. А если поставите барабан, то будьте готовы терпеть самый слабый ДПМ. Хуже на десятках просто нет. Число в 2200 это просто позор. И думаю, стоит хорошенько подумать, прежде чем ставить барабанное орудие. Если смотреть на комфорт обоих пушек, то точность им дали очень неплохую. По сравнению с предыдущими танками в ветке это очень хорошие цифры. А если в оборудовании поставить сбалансированное орудие, то попадает Атлас просто великолепно. Тесты показали, что даже барабанное орудие ложит снаряды ближе к центру круга. И на дальней дистанции можно иногда даже пострелять. Углы наводки, как и на предыдущих танках, позволяют занимать многие позиции и играть от башни. 8 градусов УВНов это не топовый показатель, но очень годный. Разве что вверх пушка гнется не очень хорошо, но с этим можно жить. Ну и подвижность в целом еще более-менее сносная. Максималку подняли до 38 км в час, дали нормальную удельную мощность, но вот скорость поворота на месте медленная. И даже с оборудованием и амуницией вертеться на месте быстро не получится. В целом Атлас очень похож на ИС-7 по манере перемещения. Если играли на нем, то уже знаете, как двигается этот тяж. Ну и наш топ-ветки мы, конечно, еще должны потестировать по броне. Ну, смотрите, это у нас пробитие тяжей 10 уровня примерно. Просто так нигде особо не пробивается. Вот эти вот именно окошки тоже неуязвимые зоны. Башня и ВЛД забронированы очень хорошо. Давайте попробуем пострелять вот в эти маленькие уязвимые зоны над маской орудия, если туда можно попасть. Сейчас смотрим. Нет, пока не пробивается. Давайте попробуем еще раз. Да, все-таки сюда, если четко прям попасть, можно пробить. Но уязвимые зоны очень маленькие, прям микроскопические, можно сказать. Есть две маленькие командирские башенки. Давайте попробуем в них тоже попасть. Ага, кританулись приборы наблюдения, то есть сюда не пробивается. А в эту то же самое, то есть только критуются именно наши приборы наблюдения. Пробить сюда, в эти глаза странные, как у этого белки из ледникового периода, нельзя. Есть у нас еще миниатюрное окошко мехвода. Тоже, смотрите, только приборы наблюдения критуются. Вот четко попал, пробитие не произошло. Очень интересно, то есть башня ВЛД, ну, просто шикарно держит удар. Мне очень пока нравится по броне. Если довернуть бортом, давайте посмотрим. Да, борт тоже очень даже неплохо забронирован. Смотрите, какой доворот. И реально можно прятать свой НЛД не очень большой и действительно танковать бортом. Только вот при таком довороте. И то, смотрите, все равно не пробил. Но это было прям очень хорошо. Давайте еще попробуем стрелять. Смотрите, не пробита броня. Не пробита, просто нереальный угол. И вот только с третьего раза в какую-то полосочку вот эту я смог пробить. Ого, ну это прям бортом танкования будет просто шикарным. Что мне еще понравилось, что даже если отвернуть башню, смотрите, насколько надо ее отвернуть, чтобы вас хотя бы хоть чуть-чуть пробили. Прям, ну, почти на 90 градусов нужно отвернуть. Очень тоже достойно по броне башня. Со всех сторон забронировано хорошо. Никаких там супер уязвимых зон нет. Ну, прям очень понравилось. Ну и самое главное, это, конечно же, как тяж держит удар на голде. Смотрите, открывается у нас с пробитием в 330. Это у нас голда тяжи 10 уровня. Небольшие уязвимые зоны. Ну, в целом, издалека, конечно, может и не попадут, но вблизи вас будут пробивать. Вот, смотрите, вот сюда, вот в 3 уязвимые зоны, вот эти можно пробить. Ну, не сказал бы, что вау прям, но если на дальней дистанции, то да, скорее всего, вас, может, и не пробьют, но вблизи будут пробивать всегда. Но все равно обратите внимание, сколько красных зон. Действительно, танк забронирован, как по мне, очень достойно. Ну и если танк попадает в прицел орудий с пробитием больше 350, то, как видите, башня уже светится серой. Пробить сюда вообще не сложно, и вот эта вся Т-образная конструкция пробивается, ну, кроме маски орудия. Также немножечко серее светится ВЛД, но оно пробивается через раз, можно сказать. Ну, если честно, брони в башне хотелось бы, ну, хотя бы чуть больше. То есть получается, что если, допустим, тяжи будут на калиброванных снарядах 10 уровня, или вы попадете в прицел, допустим, ПТшки 10 уровня, она зарядит голду, то вас пробьют абсолютно без всяких проблем. И это, ну, как бы небольшой минус.
Ну и в конце покажу вам снаряжение и амуницию. Ничего абсолютно интересного, ни у одного танка из этой ветки нет. Никаких вольфрамовых сердечников, суперфорсажей, там каких-то калибровки прицела, ничего нет. Все абсолютно стандартно полностью. Ну что, ребят, вот такая у нас получилась новая ветка сборной нации, 7 новых машин, очень интересные тачки есть, мне некоторые очень понравились, прям 4, 5 мне очень понравилась, 7 мне понравилась, 8 вообще какой-то монстр по броне. Ну, честно говоря, не очень понравилась 6, потому что легко пробивается голдой, 9 тоже из-за вот этой вот дырки в башне не очень понравилась. Ну, 10, честно говоря, вот хотелось бы, чтобы башня не пробивалась голдой. Ладно, еще там ВЛД, но вот башня, ну, хотелось бы чуть больше, наверное, брони именно на голде. Вы обязательно должны написать свое мнение в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете о этих машинах. Считаете ли вы их достойными или не очень хорошими. В общем, обязательно отписывайтесь в комментах. Ну а с вас, конечно же, лайкос, если вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые видосы. Вам отличнейшего супер настроения, удачных вам боев, хорошей вам следующей недельки. Приходите еще, я пошел отдыхать. Вам спасибо, что смотрели, и пока, ребят.